Всем привет, друзья! В этом видео я расскажу о том, как правильно организовать досвечивание рассады, если вы выращиваете ее в комнатных условиях. Но будем разговаривать не о мини-тепличках, а именно я постараюсь сделать акцент по интервалу досвечивания, во сколько свет включить утром и во сколько выключить его вечером. И сколько досвечивать рассаду на первоначальном этапе. Но давайте немножко вернемся назад мысленно, на 35 дней назад, когда мы получили всходы наших томатов. Обратите внимание, какими слабыми они выглядят. Вот мы убираем пленку, томаты взошли, семена проросли ночью, и петелька расправилась, потому что в отделении мини-теплички, где мы получаем всходы, высокая постоянная температура. Ну, чтобы получить всходы любых растений, нужно поддерживать высокую температуру и ночью, и днем без колебаний. Мы поддерживали от 22 до 25 градусов. И поэтому за ночь, за несколько вот этих ночных часов после появления всходов, растения успели вот таким вот образом вытянуться. Но ничего страшного не произойдет, но только в том случае, если мы правильно организуем дальнейшее досвечивание растений. После получения всходов мы держали рассаду на протяжении 2 недель при круглосуточном досвечивании. Друзья, досвечивали вот этими двумя люминесцентными лампами 36 Вт мощностью каждая. Площадь вот этого отделения рассадного 0,7, ну порядка 1 метра квадратного, не меньше 20 сантиметров от рассады, если вы будете использовать люминесцентные лампы, иначе можете прижечь рассаду горячими лампами. При этом температуру воздуха поддерживали на уровне 18, 20, ну 21 градус. Температура колебалась, к сожалению, точных параметров мы не можем выдержать в комнатных условиях, но ничего страшного от таких незначительных колебаний с рассадой не происходит. И по прошествии 2 недель мы переместили нашу рассаду на открытый стеллаж. Вот он стеллаж, еще раз посмотрим, полки организованы на нем. И вот так выглядит сейчас рассада, которую мы выращиваем в комнате. Друзья, смотрите, подсветку производим 2 светодиодными лампами. Лампы самые недорогие покупал в соседнем строительном магазине. Стоят они недорого. И под этими лампами сами можете видеть, какая рассада получается. 2 лампы у нас на расстоянии, ну вот сколько расстояние от моей руки? Ну порядка, наверное, 20 сантиметров. Рассада подрастает. Вот сейчас она, смотрите, какая уже. Она же подросла. А пока она была маленькая, на расстоянии 25 сантиметров, наверное, от рассады у нас источник света был. Слишком близко не надо, но и слишком далеко тоже. И теперь я хочу рассказать о том, какой световой режим мы поддерживали вот последние 3 недели. Получается, да, 3 недели. 2 недели у нас круглосуточно досвечивалось, а вот последние 3 недели, в общем, подсветку мы проводили в таком режиме, когда на улице начинает сереть, то есть рассвет наступает, мы сразу же включали лампы. Главное вот в этом вопросе, когда включать этот свет. Друзья, важно, чтобы на улице не посветлело, а лампы у вас не включены еще. Вот не пропустите этот момент, когда начнет светать на улице. Растения, не получая искусственного досвечивания, они начнут разворачиваться к свету, который появится за окном. Лампы светят весь день, потому что нельзя их сейчас выключать. Это комната. Свет у нас из окна может зайти, но он не зайдет из глубины комнаты. Поэтому в любом случае, если не досвечивать, допустим, даже яркое солнце на улице, там весенний денек веселый, но тем не менее растения надо подсвечивать равномерно со всех сторон. И тогда они у вас вырастут ровными и органично развитыми, сбалансированными. Они не будут куда-то наклоняться. Смотрите, стебли стоят ровно. Друзья, ну это дает, конечно же, вот подсветка равномерная со всех сторон. Еще раз покажу, вот они 2 лампы, которые мы используем для выращивания. Вот на этом закончу. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания, до новых встреч.